В общем, мы стартовали потихонечку. Мы стоим до Тамбова, как видно из таблички. Ну вот не прошло часа, мы уже едем. Ну вот, наконец-то мы и в Тамбове. Ну, в общем, двигаемся в любом случае в сторону Волгоградской трассы, вон ее видно уже. Ну, короче, дело к ночи. Мы решили пойти все-таки найти стояночку на сегодня. Сейчас быстро кушаем, пьем чай. Так что, до завтра, товарищи. До завтра. В общем, доброе утро из Тамбовской губернии. Полночи лил дождь, все гремело, сверкало. Воды у нас нет, сейчас будем пытаться добраться до ближайшего магазина. Вот, и вообще, на самом деле, решили, что сегодня мы, наверное, будем ночевать в Волгограде. По логике вещей, чтобы на следующий день после этого сразу добраться через Элисту в Астрахань. Вот, чтобы не ночевать где-то в степи, в Калмыкии, а переночевать спокойно около речки. Василий, ты как? Категорически одобряю этот план. Как себя чувствуешь? Ну, более-менее. Нормально. Понятно. Пить только хочется. Да, пить хочется. В общем, идем на вчерашнее место в сторону трассы. День 2. Ну что, кто первый ступит? По-мужски решаем вопрос. Давай, как взрослый мужчина. Чи-чи-ко. Чи-чи-ко. Я проиграл. Вот даже таксисты. Стопщик, как самых знающих, спрашивают совета, как куда доехать. В общем, мы уже битый час пытаемся отсюда уехать. Ничего не получается, машин мало. Возможно, сейчас придется, если ничего не получится, еще полчасика подождем. Если ничего не выйдет, будем делиться, ловить поодиночке. Василий задолбался. Ну, было решено, на самом деле, нам с Василием разделиться. Вот, он остался ловить, он может, наверное, посмотреть. А я пойду куда-нибудь подальше. Может, найду местечко. Будем ловить порознь. Договорились вечером встретиться в Волгограде. Нашелся еще один добрый человек, тоже, кстати, по имени Александр, который подбросил меня на 100 километров. Хочу дойти до конца поворота, после поворота встать. И там уже ловить. Василий тем временем сел, короче, в тачку до Борисоглебска. Не знаю, может, и его поймаю. Впереди офигенное подсолнуховое поле. Здесь хоть лесочек, наверное, хоть тенек. Ну как-то. Нормально. Только я обгорел. Я тоже, посмотри на шею. Ладно, спасибо большое. Счастливо, Счастливо. удачи вам. Спасибо. Я просто стою, ловлю. Мне все разводят руками, машут. Ага. Типа, нет, сорян. И тут ты отходишь на 100 метров. И привет.
Тебя сразу берут. Я чуть это не обделался от зависти. Ну Ну, ничего, видишь. я прошел туда, я только поднял руку, меня сразу остановили. Ну да, нет, там место получше, согласись. Ну, в общем, осталось до Волгограда нам 350 км. Будем ловить. Вечером, думаю, окажемся там. Ну, в общем, в связи с тем, что мы очень много времени потеряли на выезде из Тамбова, вот мы решили с Василием снова разделиться, ловить поодиночке. Сейчас сижу, жду, когда он уедет. Ну, в общем, спустя вечность я добрался-таки до Волгограда. Да, уже глухая ночь. Василий мне только что звонил, он где-то в фуре. И мы ехали еще около 200 километров. Я сейчас пойду в сторону Волги, на набережную. Искать место, где можно искупаться. И встать на ночлег. Фу! Время 2 часа ночи. Хожу дворами Волгограда. Вот, пытаюсь таки дойти до набережной. Там вот виднеется Мамаев курган. На камере, конечно, наверное, не видно будет. Попробую завтра до него добраться. Подзадолбался я что-то. Все, что могу сказать. Доброе утро из Волгограда. Вчера была конкретная дичь. Было очень стрёмно. Я нашел такие вот здесь вот на пляжу место для палатки более-менее. Только поставил, короче. Сначала началась гроза. Потом пришел какой-то мужик, который был явно под чем-то. Начал мне что-то загонять, что-то втирать. В общем, он еле-еле ушел. Вот, я лег. Вот, ко мне присоединился Василий, он там в соседней палатке. Вот, сейчас, короче, надо пойти искупаться, смыть себя, короче, всю грязь дорог за эти 2 дня предыдущих. Ну и уже, соответственно, двигаться дальше. Вот. Василий, как себя чувствуешь? Ну так, более-менее неплохо. Что, расскажи, как добрался ты? Василий добрался сюда 2 часа назад. Потому что Василия никто не хотел в лесу подбирать. В лесу, видимо, они думали, что у меня засада. И если они остановятся, выскочит орда головорезов, всех поубивает. Вот. Но засады, конечно же, не было. Но тем не менее меня никто не брал. Поэтому я уже собирался ночевать там в лесу. Но тут сердобольный мужик сказал, что докинет меня до остановки дальнобойщиков. Подкинули меня до дальнобойщиков. Там я нашел безудержно прекрасного и безудержно сонного Максима, которому по делам нужно было срочно в Волгоград, который 2-ю ночь не спал. Мы на его трясущейся газельке мчались сквозь ливни и грозы в сторону Волгограда. Приехал я, получается, сюда около 5 часов. Он оставил меня на окраине, поэтому я еще пришлось ехать на маршрутке, вот, которые уже ходили невероятно. Вот. Потом спускался на набережную и очень долго искал Дениску, потому что он отлично спрятался по кустам. Адресок он мне, конечно, дал какой-то корявенький. Ну, в общем, я нашел его. И вот спустя 2 часа он меня будет словами, что надо идти купаться. Потому что нам пора уже выдвигаться далее. Купаться, конечно. Ой. А я еще вчера, пока сюда шел, меня еще 3 раза облаяли собаки вон там вот на берегу. Там в ночи в темноте пытался тоже найти место под стоянку. Только найду какой-нибудь укромный уголок, короче, фигак собака выскакивает. Сейчас все кончилось более-менее неплохо. Довольно-таки неплохо. Мы оба здесь, мы оба целы. И мы оба идем купаться. Да. Побежали. Прохладненько. Так-то. Вчера я об этом мечтал.
Ну вот мы стоим около здания, которое в 43-м году, видимо, подвергалось неоднократным бомбардировкам. И вот, мы не стали сносить, реставрировать, просто оставили как монумент в память о том, что здесь происходило во времена Великой Отечественной. Еще выглядит жутковато, конечно. Да уж. За каждый дом же появились. Да. Когда я ночью приехал в этот город, на самом деле, у меня были, ну, так скажем, смешанные чувства, потому что сначала меня облаяли собаки, было темно, я чуть не упал, когда спускался к речке, там полчаса искал место, вот, потом еще начали какие-то странные люди мимо ходить. Сейчас с утра все выглядит не так уж плохо, вот, и, в общем-то, мне здесь даже очень сильно нравится. Вот, сейчас поедем, прокатимся на местном метрополитене, на скоростном трамвае. Смотрим на родину мать. Да, на Мамаев курган заедем, ну и будем уже двигаться в Элисту. Эй. Как московское метро. Ага, выглядит. Пионерская, чекистов. О. Лакшери. Здрасте. О. Я очень люблю лестницы. Я с рюкзаком. Победа или смерть? А эта часть посвящена тылу. Все для фронта, все для победы. Иди сюда. Здорово здесь, конечно. Да, панорама, конечно, классная. Здесь, конечно, ну, на GoPro-шку особо не видно. Вот, ну там вот Волгу видно отлично. Ее противоположный берег, где все, собственно, пляжи самые крутые расположены. Вот там за деревьями торчат краны, там строят стадион. Мы сейчас вот на трамвае мимо него проезжали. Выглядит пока достаточно, ну, впечатляет, короче. Думаю, да, в 2018 году здесь будет весело. Поражает на самом деле монументальность, огромность, Масштаб. масштаб всего на самом деле. Площади улиц все большие. Масштаб сооружений, посвященных Великой Отечественной, и вовсе поражает. В Москве такого нет, даже Поклонка по размерам наступает. Ну, вообще, да. Солидно наступает. Родина-мать, видимо, может, наверное, этот шпиль на Поклонной горе держать вместо меча. Размеры немыслимые. В общем, приезжайте в Волгоград, ребята, здесь круто на самом деле. Очень, очень, очень хорошо. Так, ладно, времени уже
полдень. Вот. нам вылезти. Надо, короче, это самое, пойти найти Макдак, немножко там подзарядить пауэрбэнк, потому что у меня уже он на последнем издыхании. Вот. И в листу. И да, все, двигать, короче, на трассу, ехать дальше. В степи. До встречи. Ну вот отсюда получше видно строящийся стадион. Выглядит довольно круто. Квас Волгоградский. Теперь это лицо рекламы. Дуже гарно. В общем, мы выбрались наконец-то из Волгограда. Безудержно длинного. Мы ехали, наверное, в автобусе, но в общей сложности полтора часа. Да, в одну и ту же сторону. Он бесконечный. Вот, ну сейчас мы наконец-то сидим уже, по сути, на трассе до Элисты. Взяли в фикс-прайсе, короче, 2 пивка по 50 рублей. За 50. За 50, да, то есть 2 пива за 50. Вот, сейчас немножечко смаканем, вот, и поедем. Движение хорошее. Надеемся на лучшее. К большому сожалению, вот эти все фуры, короче, едут наоборот из Элисты и из Дагестана. С Василием попытались постопить, короче, решили делать по вчерашнему способу. Сейчас разделимся опять. Я отойду метров на 100-150 вперед. Вот, и буду ловить. Ну, здорово. Че, улетели, да? Ну так потихонечку, Денис. В 2 раза обогоняли нас. Хе. Я не знаю, с какой скоростью вы ехали? 120, 130? Ну, по-разному, да, там чувак так это. Ну все, спасибо огромное. Удачи тебе, братцы. Вам тоже. Счастливо. Приятного Спасибо. аппетита, шашлыков. Ну как? Квадратная Да. филейная часть. Понятно. Дальше получилось, что вроде на разных машинах мы приехали почти вовремя. Да, почти одновременно. Да, и вот мы в Элисте, столице Калмыкии. Вот, стоим на въезде в город, тут какая-то стела. Конечно же, конь. Нам еще надо идти в парк и ставить палаточки и спать. Думаешь, парка? Леха сказал, в принципе, что там спокойно. Мне, если короче, стадион. самый мой водила сказал, что там, короче, сейчас типа очень куча народу кутят. Вот, могут с этим быть проблемы. Вот. Ну сейчас, ладно, пойдем посмотрим по ситуации, что там. Окей. Итак, как понять, что ты в Калмыкии? 30 градусов. 30 градусов. А, на дворе ночь. Ночь на дворе кромешная. Вот на каждом углу стоят, короче, вот такие вот штуки. Вот это, насколько я понимаю, аптека, да? Да. Тоже вполне себе. Блин, мне здесь нравится. Когда аутентично. Да, да. Полностью с тобой согласен. Короче, мы бродим по центру, пытаемся найти какую-нибудь пивнушку, вот, где можно присесть. Во-первых, зарядить опять все, что у нас не заряжено. В частности, мой пауэрбэнк, потому что он сдох. В общем, первое впечатление от Элисты. Шли мы в сторону центра, плечи натерли рюкзаками, сели мы, короче, отдохнуть. На скамеечку. Мимо проходил какой-то парень, лет 17, наверное. Да, вроде того. Ну вот, просто прошел мимо. Сначала прошел, потом развернулся, поздоровался. Вот, я тоже. Он спросил, типа, мол, а вы куда? Я говорю, мы куда-нибудь в центр, типа, мол, искать какое-нибудь заведение, где можно подзарядиться и спить пивка. Ну и дальше он начал дико интересоваться, значит, откуда вы приехали, мы ему все рассказали. Вот, в общем, просто постоял с нами, поболтал. Вот. Короче, да, люди здесь приветливые. Вот, дальше... он пожелал нам удачи и ушел. Мы пошли дальше, встретили сотрудников полиции, вот, которые тоже с нами сначала поздоровались. Вот, спросили, мол, откуда мы рассказали, потом, значит, мы спросили, а где можно, у них спросили, есть ли здесь какое-нибудь заведение. Они сказали, что нам расскажут, где заведение, после того, как мы последуем с ним, короче, типа в отделение. Ну да. Нас привезли в отделение, проверили документы, телефоны, обшмонали, короче.
держали нас там сколько, ну минут 20, наверное, да, просто. Ну да, меньше. Вот, обо всем детально расспрашивали, короче, очень много шутили. Вот, после чего отпустили, рассказали, короче, где бар, вот, собственно, мы сейчас в нем сидим. В общем, забавно. Ну, вполне понятно, почему они нас проверяли, потому что, в общем-то, в Калмыкии не особо много людей, у которых широкие глаза. Даже Ну, у меня да. глазки узенькие. Какие-то два типа, короче, с рюкзаками. Да, это подозрительно. Вот, плюс еще как бы, да, учитывая то, что, ну, в принципе, на юге ситуация бывает неспокойная, вот, я думаю, вполне справедливо, что рассказали. Но это было не то, чтобы очень приятно, на самом деле, вот. Хотя мы поболтали с ними, вот, Да, пошутковали. по пару шутканов, да, с ними отпустили. Мент, вдохновившись нашей историей, даже попросил забрать его с собой, потому что он не стал работать. Да-да-да. Сейчас сидим, немножечко отдыхаем, вот, завтра, да, сейчас пойдем, наверное, в парк. Переночуем, там более-менее тихое место, вот, поставим там палаточку, завтра с утра попробуем рано подорваться. Последний раз так прогуляться буквально по центру, двигать в сторону Астрахани. Опять на Волгу. Опять на Волгу. Ну, встретимся завтра на дороге. Короче, мы мастера скрытности. Ом мани подмыхум. Сюда-то мы и не дошли. Ну, ладно. Привет! Халун Менде! С Калмыкии! Жарко, капец, я не могу. Забрались мы достаточно быстро. Да, спокойнее.